Первый снег в тот год выпал неожиданно рано, сразу накрыв город и его окрестности плотным хрустящим покрывалом. Для Клары этот белый пушистый порошок сначала казался странной веселой игрой. Она отчетливо помнила тот день, как радостно виляла хвостом, когда старенькая машина хозяев съехала с асфальта и остановилась у самого края заснеженного пустыря. Помнила знакомый щелчок открывающейся двери, морозный воздух и сухой отрывистый голос хозяина. «Жди здесь, скоро вернемся». И Клара осталась ждать. Все знают, что собака — самое преданное человеку создание на свете. В ее чистом, незамутненном разуме просто нет места для понимания таких вещей, как ложь или предательство. Собачье сердце не способно осознать, как можно в один миг перечеркнуть годы верности и вычеркнуть из жизни того, кто любит тебя безусловно, без оговорок, условий и требований. Именно поэтому Клара даже не думала уходить с места. Она была твердо уверена, это просто игра или новое поручение, и она обязана выполнить его идеально. Первая ночь оказалась настоящим испытанием. Мороз быстро пробирался под шерсть, подушечки лап трескались от ледяной корки, а под вечер началась настоящая метель, заметая все вокруг. Клара сворачивалась в тугой калачик, пряча нос в пушистый хвост, и напряженно всматривалась в непроглядную темноту. Каждая проезжавшая вдали по трассе машина заставляла ее сердце биться чаще. Вот сейчас зажгутся знакомые фары, отворится дверца, и родные теплые руки обнимут ее за шею. Но фары проносились мимо, унося с собой надежду, а холод становился все сильнее. Так прошло 5 бесконечно долгих дней. 5 дней и ночей на ледяном пронизывающем ветру, без единой крошки еды и без капли воды. Клара постепенно превращалась в едва заметный, дрожащий сугроб. Она ослабела настолько, что даже подъем головы давался с трудом, но ее глаза, помутневшие от усталости и голода, все еще горели тихой верой. Она была убеждена, что произошла роковая ошибка, что ее семья просто заблудилась в метели и прямо сейчас ищет ее. Иногда мимо пустыря проходили редкие прохожие. Некоторые останавливались, сочувственно качали головами, кто-то пытался бросить кусочек хлеба или колбасы. Но внутри у Клары что-то глубоко надломилось. Страх и полное непонимание происходящего сменили прежнюю слепую доверительность к двуногим. Она перестала верить людям. Любой незнакомый человек теперь казался ей источником смертельной опасности. Стоило кому-то сделать шаговую попытку приблизиться, как в собаке просыпался дикий инстинкт самосохранения. Превозмогая жгучую боль в затекших полуобмороженных лапах, она вскакивала и отбегала прочь, зарываясь в глубокие сугробы, пока прохожие не уходили. На 5-й день совсем обессилевшая Клара брела по заснеженным улицам ближайшего частного сектора. Силы окончательно покидали ее тело. Она опустилась прямо на снег у забора одного из жилых домов, просто не в силах сделать больше ни единого шага. Пожилой хозяин этого дома случайно заметил замерзающее животное через окно своей кухни. В отличие от многих других, он не стал выбегать на улицу и пытаться поймать собаку силой. Он сразу понял, что истощенное животное просто убежит и замерзнет где-то в лесополосе. Вместо этого мужчина быстро набрал номер местного приюта для животных и тихо, но взволнованно объяснил диспетчеру. «У меня под забором лежит бедняжка, совсем замерзает. Видимо, ждет кого-то уже несколько дней. К людям близко не подходит, сразу убегает в страхе. Пожалуйста, приедьте, помогите ей, она не переживет эту ночь». Спасатели и волонтеры приюта приехали оперативно. Это были опытные люди, неоднократно сталкивавшиеся с преданными, но глубоко травмированными питомцами. Они действовали без лишней суеты, невероятно мягко и слаженно. Осторожно распределившись по периметру, они перекрыли Кларе пути к бегству.
Собака попыталась было вскинуться и рвануть в сторону, но ослабевшие лапы подкосились. Убегать было больше некуда. Через пару минут ее, бережно укутанную в плотное теплое одеяло, уже несли на руках к спасательному автомобилю. Когда работница приюта аккуратно усадила Клару на заднее сиденье, и машина плавно тронулась, собака вся дрожала мелко дрожью. В ее больших карих глазах застыл немой ужас. Она совершенно не понимала, куда ее везут, кто эти новые люди и что с ней будет дальше. Однако доброе тепло, мягко льющееся из печки автомобильного салона и тихий, успокаивающий голос женщины постепенно начали делать свое дело. Клара почувствовала, как многодневное дикое напряжение начинает понемногу отступать. Неуверенно, с огромной осторожностью она опустила свою тяжелую, уставшую голову на мягкое сиденье и тихо, тяжело вздохнула, впервые за эти долгие и страшные дни, спокойно закрыв глаза. Уже в ветеринарном блоке приюта врачи смогли полноценно оценить, насколько тяжелым было ее состояние. Клара была предельно истощена. Ребра и бедренные кости отчетливо проступали под тонкой поблекшей шерстью. К тому же из-за ослабленного иммунитета она успела подцепить блох, хотя волонтеры не исключали, что паразиты жили на ней еще до того, как бывшие хозяева выбросили ее на улицу. Все тело собаки сводило судорогой от тяжелейшего переохлаждения. Первым и самым важным этапом спасения стала теплая лечебная ванна. Специальная вода смывала многодневную грязь, въевшийся речной снег, реагенты и паразитов, а ласковые руки волонтеров аккуратно массировали затекшие, спазмированные мышцы. Собака даже не пыталась сопротивляться, у нее не осталось сил на протест, да и долгожданное тепло приносило истинное облегчение. Когда все медицинские процедуры и гигиенические обработки были закончены, перед Кларой поставили большую миску с сытной, теплой и легко усвояемой едой. Она ела жадно, но удивительно аккуратно. Едва миска опустела, как подкошенные колоссальной усталостью лапы опустились сами собой. Положив морду на чистую, сухую и мягкую подстилку, Клара мгновенно погрузилась в глубокий, беспросветный сон. Свой первый безопасный сон за все это время. Дни в приюте сменялись один за другим. Сотрудники и волонтеры до последнего надеялись на чудо. Они искренне верили, что произошла ошибка, что собака просто потерялась, и искали ее прежних владельцев. Расклеивали объявления, давали заметки в социальные сети, проверяли городские базы данных. Но прошлые хозяева так и не дали о себе знать. Не было ни единого звонка, ни одного сообщения, ни попытки поиска. Стало окончательно и бесповоротно ясно. Судьба собаки им совершенно неинтересна. От нее избавились как от старой, надоевшей и ненужной вещи, просто выставив на лютый мороз. Чтобы помочь животному быстрее справиться с последствиями страшного стресса, Клару решили передать на временную передержку в дом к опытной и чуткой женщине-волонтеру. В спокойной домашней обстановке Клара заново училась доверять миру. Первые дни она вздрагивала от любого громкого звука, боялась резких движений и с постоянной опаской посматривала на закрытые двери. Но безграничное терпение, тихая ласка, отсутствие давления и регулярное вкусное питание сделали свое дело. День за днем глубокая психологическая травма уступала место спокойствию. Клара снова научилась радоваться людям. Она начала весело вилять хвостом, встречая домочадцев у порога, и с наслаждением подставляла уши для поглаживаний. Когда собака полностью восстановилась от перенесенных испытаний как физически, так и эмоционально, приют открыл поиск нового дома. На этот раз отбор кандидатов был предельно строгим. Волонтеры лично беседовали с каждым претендентом, проверяли условия проживания и отношения к животным.
Из десятков заявок они выбрали замечательную добрую семью, которая прекрасно осознавала всю ответственность и была готова подарить Кларе настоящую любовь и безопасность. День, когда за Кларой приехали ее новые хозяева, был наполнен особой, тихой и трогательной радостью. Собака сначала осторожно подошла к гостям, внимательно принюхалась к их одежде и сам, а затем, словно мгновенно почувствовав абсолютную искренность и теплоту их намерений, доверчиво уткнулась мокрым носом в ладонь своей новой хозяйки. Клара уехала в свою новую жизнь. Хочется свято верить, что горькое предательство навсегда осталось позади, в том далеком и холодном снегу. А впереди ее ждет только настоящая человеческая забота, искренняя любовь и та самая бесконечная преданность, которую она так заслуженно ждала.